В Темнолесье я повстречал гадалку, мадам Еву. Пригласив меня к себе домой, она поведала мне свою мистическую историю. Вчера ночью меня охватил беспричинный ужас. Я почувствовала, что моя внучка Алиса оказалась в страшной опасности. Я разложила карты, и со стола на меня взглянула смерть. Погрузившись в длительный и тяжкий транс, я сумела разгадать эту темную тайну. Мне открылось имя – Сталван. Отыщи клерка в городской ратуше и постарайся побольше разузнать об этом Сталване. Я опасаюсь за всех нас. Найти его не составило труда. На мой вопрос он ответил. Так тебя послала мадам Ева. Сталван, значит. Дай-ка погляжу в журнал. Сталван. Ну-ка. Вот он. У меня есть запись о некоем господине Сталване Местмантле. Последний адрес — Лунареченская школа. Но это было так давно. Окажи любезность. Дай знать, если выяснишь что-либо об этом типе. Записи должны содержаться в порядке. Отправившись в западный край и дойдя до Лунаречья, мне открылась удручающая картина. Это был уже не тот городок, в котором можно жить. Его заняли разбойники из Братства Справедливости. Подойдя к школе и взглянув на нее, я понял, что шансов найти там хоть что-нибудь практически нет. Вся обветшалая, с разрушенными стенами, без окон и мебели. Однако среди разрухи я нашел маленький старый сундучок, в котором было пыльное неотосланное письмо. И стоило только мне забрать его, как явился непрекаянный дух. Да упокоится легенда Сталвана. После этих слов он исчез, а я вскрыл письмо и прочитал. Достопочтенный директор Криллиан, наставник, я пишу вам за тем, чтобы поведать о своей нынешней жизни. Прислушавшись к вашему совету, я покинул наш любимый Штормград в поисках знаний. Во время своих странствий я побывал во многих местах, но решил остановиться в славном городке Лунаречье. С приближением жатвы поля западного края становятся особенно красивы. Прибыв в этот городок, я уже через несколько дней стал учить местных детишек с близлежащих ферм. Уроки проходили так успешно, что местный глава города поручил мне организацию школы, и строительство здания уже началось. Я прошел от Серебряного Бора до Штормграда, и вот сейчас живу в Лунаречье. Кто бы мог подумать, что я обойду чуть ли не полусирота. С наилучшими пожеланиями. Сталван Местмантл. Закончив тут, я возвратился обратно в ратушу Темнолесья в Сумеречном лесу. Я тебя помню. Это ты спрашивал насчет Сталвана. Удалось его отыскать? Занятно. Значит, этот тип все же побывал в Лунаречье. Странно, что письмо так и не доставили. Тем не менее, я обновлю записи в журнале. Только я начал раздумывать, какие еще улики в этом деле можно найти, как Далтри добавил. Боже мой, сразу и не заметил. В журнале, точно под первым адресом Сталвана, написан еще один адрес, частично вычеркнутый. Похоже, он направлялся в таверну «Гордость Льва» в Златоземье. Можешь поискать сведения там. Я был рад новой зацепке и с воодушевлением направился в уже такое знакомое мне место в Элвинском лесу. Сталван? Незнакомое это имя. Вспомнил. Много лет назад, ненастной ночью, в трактир явился гонец, искавший убежище от непогоды. Около полуночи этот человек, бледный от страха, сбежал вниз по лестнице в пижаме и исчез. В торопях он оставил письма в сундуке на втором этаже. За ними он больше и не вернулся. Осталось одно от этого Сталвана. Адресовано оно в район канала Штормграда. Можешь прочитать. Хотя слова хозяина таверны и не внесли ясности в происходящее, я очень надеялся на оставленные в спешке вещи Сталвана. Наверху из сундука я достал письмо.
Достопочтенный господин, до меня дошли слухи, что вы ищете учителя для своих детей. Сейчас я остановился в таверне «Гордость Льва». Из-за произошедших в регионе событий мне пришлось покинуть пост директора школы в Лунаречье. Я хотел бы стать учителем ваших детей. При необходимости вы можете поговорить с директором Академии Криллианом о моей компетентности. Я приеду, чтобы лично с вами встретиться, когда зимние ливни закончатся и по дорогам снова станет можно ездить. С уважением, Сталван Мистмантл из Серебряного Бора. Надумалось мне отнести это письмо до адресата. И вот стою я в Штормграде перед управляющим, который говорит мне: Что это у тебя? Дай-ка посмотреть. А ты не робкого десятка, раз решился доставить это. Мой отец был сторожем в этом поместье задолго до меня. Ему-то и пришлось вытирать кровь после того убийства. Но это к делу не относится. Последние деньги треста кременника давно иссякли. А теперь и последние семейные ценности отправляются прямиком на аукцион. Проклятые сборщики налогов. Пожалуй, если ты хочешь узнать побольше, можешь порыться в этом барахле. Кто знает, что тебе попадется. Мое внимание привлек запечатанный ящик. Внутри я нашел много разных вещей. Пыльные фамильные ценности, портрет, несколько охотничьих трофеев и старые книги. Уже на самом дне, под глиняной вазой, мне попадается страница, вырванная из дневника. Забрав ее, я тут же слышу гневный шепот того самого непрекаянного духа. Забудь о прошлом навсегда. Но это только подогрело мой интерес, и я начал читать. Джайлз, мальчик, показался мне непослушным. С его обучением, возможно, будут проблемы. А вот девочка постарше, Телоа, исключительно сообразительный ребенок. Я также обратил внимание на ее пленительную красоту. Она уже превращается из подростка в женщину. Господин, кажется, в будущем году собирается выдать ее замуж. Но я что-то отвлекся. На этой неделе я отправлюсь со всем семейством в летний домик, рядом с лесопилкой Восточной долины в Волвинском лесу. Это совсем недалеко от Красногорья. Рассчитываю там продолжить работу. План действий был ясен. Я отправился на ту лесопилку. Хорошее место для отдыха, прекрасные виды и свежий воздух, удаленность от больших городов и особая атмосфера. Многие туда отправляются со своими детьми. Местные жители посоветовали обратиться к маршалу Хагарду. «Что это у тебя?» «Не вижу. Зрение стало совсем никудышное. Дай-ка страницу сюда». Я едва разбираю буквы, но почерк напоминает мне о... Да, я видел что-то подобное до того, как мое зрение окончательно испортилось. Когда я только приехал сюда, в сундуке на 2-м этаже лежала кипа пергаментов. Как-то раз я их просмотрел, но потом зрение стало не то, и я махнул на них рукой. Окажи любезность слепому старику. Поищи в сундуке наверху что-нибудь, что сможет помочь тебе разузнать о Сталване. Мне кажется, там была выцвевшая страница с интересными записями. Принеси ее мне, и я помогу тебе по мере сил». В действительности, в доме наверху в сундуке лежала страница с записями. Забрав ее, ко мне вновь явился непрекаянный дух. В этот раз он был настроен враждебно. Кто этот ничтожный человек, что вмешивается в прошлое? Пусть легенда о Сталване умрет вместе с ним. Я явно на верном пути к разгадке событий, которые тут произошли. «Ну что, нашел страницу, о которой я говорил? А это она». Совместными усилиями мы сумели прочитать написанное. Какое странное и неконтролируемое чувство. Я никогда еще не чувствовал ничего подобного. Пока я занимался с Джайлсом историей, Тело прогуливалось в палисаднике снаружи. Через несколько минут она вернулась к нам, положила мне в ладонь ярко-красного бегонию и так улыбнулась мне, что мне чуть сердце не выскочило из груди.
Казалось бы, простая страница из дневника. Но спустя проведенную в тишине минуту, в замешательстве и размышлениях о дальнейшем, Хаггард сказал: «Я знаю, кто мог бы тебе помочь. Когда я служил в страже Штормграда, мы порой пропускали по стаканчику в темнолесской таверне Алый Ворон. Ее хозяин, Смитс, всегда был знатоком преданий. Покажи ему эту страницу. Посмотрим, что он скажет». Я был даже рад вернуться в темнолесье с новыми зацепками. Хозяин таверны был счастлив услышать о маршале, когда-то завсегдатому его заведения. Тебя послал маршал Хаггард? Что ж ты молчишь? Эх, старина Хаггард, бедняга скоро совсем ослепнет. Впрочем, давай, покажи, что там у тебя. Когда я передал ему бумаги, он воскликнул: Клянусь светом, я узнаю этот почерк. Я много лет следил за легендами, ходящими об этом Сталване. Когда несколько лет назад семью заезжих аристократов нашли мертвыми, мы с Хаггардом решили расследовать это дело. Я отыскал несколько заляпанных грязью страниц, но мы так и не нашли связи между ними и этим сумасшедшим в лесу. Найденные тобой улики подтверждают его вину. Немедленно отнеси эту страницу командиру Чернодрев и расскажи ей о добытых сведениях. Взяв у хозяина таверны его записи, я изучил их. Я более чем уверен, что она испытывает те же чувства, что и я. Она даже взяла меня за руку сегодня утром. Когда она смеется, ее глаза сверкают, как бриллианты. Столько невысказанных слов между нами. Мое сердце стучит, как сумасшедшее, и огонь разливается по венам. Меня переполняет гнев и ярость. Да как она смеет? Пока я занимался с Джайлсом арифметикой, вошла Тило с каким-то ухажером. Они держались за руку. Какой-то неоттесанный молодой человек. Вместо того, чтобы представить меня, как подобает, Тило просто сказала: «О, это мой учитель, дядя Сталван». «Дядя!» Услышав такое, я почувствовал, как пылают мои щеки. Я всего лишь несколько лет старше. И это предательство. Командира я нашел, патрулирующий по темнолесью. Встретила она меня неприветливо. Надеюсь, ты ко мне не по пустякам пришел. Но во имя света говори быстрее. Для меня превыше всего безопасность темнолесья. И терять время впустую я не намерена. Когда я рассказал ей обо всем и передал ей улики, она сказала: Надо же. Ты оказался настоящим сыщиком. Я давно присматриваюсь к этому Сталвану. Но если эта страница написана той же самой рукой, то его вина несомненно доказана. За долгие годы службы клерк Далтли стал настоящим экспертом по различению почерков. Покажи ему эту страницу, проверь, совпадает ли почерк с росписью в журнале. И она передала мне страницу, запятнанную кровью, в которой было написано нечто ужасное. Жизнь мне не мила. Сначала она надо мной потешалась, и вот уже обручена. Жестоко и обманчиво притворялась, что любит меня, а на самом деле хотела надо мной поиздеваться. Меня переполняет злоба, и с каждым днем она становится все сильнее. Кровь, что вот-вот прольется. Ничто в сравнении с количеством выплаканных мной слез. Так, незаметно для себя, я оказался в ратуше. И снова ты здесь. Что на этот раз? Мне нечего было сказать клерку, лишь протянуть ему окровавленную страницу. Несомненно. Почерк на этой странице совпадает с подписью в журнале. Немедленно сообщи командиру Чернодрев, что почерки совпадают. Ее подозрения подтвердились. Командир стояла у крыльца ратуши, и я кивнул ей. Я так и знала. Отличная работа. Сталван Мисмантл вел порочную жизнь. От его руки погибли многие невинные люди. Несомненно, он виновен в бесчисленных преступлениях, а теперь угрожает и нашему темнолесью. Лишь свету известно, что за гнусные злодеяния он готовит. Ступай в его дом к северу от города и покончи со Сталваном раз и навсегда.
Приведя мой приговор в исполнение, отправляйся к мадам Еве и покажи ей его фамильное кольцо. В конце концов, именно ее предчувствие позволило нам раскрыть это темное преступление. Благодаря ей в Темнолесье стало безопаснее. Подойдя к обветшалому домику, я увидел множество смердящих скелетов, бродящих поблизости, что стало для сумеречного леса все более частым явлением. В доме же скрывался сам Сталван Мистмантл, обезображенный, лишенный человеческого обличия из-за всех злодеяний, что он натворил, и из-за влияния тьмы, которая поглотила его. На его руках достаточно крови, и душа вся пропитана гнилью. Неизвестно, что еще он замышлял, но он нашел погибель от моей руки. Забрав его фамильное кольцо, я вернулся к мадам Еве. Да, знаю, Сталван мертв. Я ощутила волну надежды, пробежавшую по оскверненному лесу. Сумеречный лес раз и навсегда освободился от кровожадной твари. Мою радость омрачает лишь мысль о тех, кто пал жертвой этого чудовища. Я тоже рад, что на одного монстра в этом мире стало меньше.